Дерево – основа окружения визуальной фауны. Оно чаще других объектов украшает архитектуру и ландшафт, выполняя важные функции. Вытягивает силуэты, расширяет пространство, разделяет зоны, формирует атмосферу. Разновидности деревьев не только указывают на географию, но и решают визуальные задачи. Буковые вытягивают силуэты, создают тень, отдельные представители даруют простор. Березовые схожие по структуре, но вносят твердость и тепло. Кипарисовые чаще всего разделяют территорию. Сосновые добавляют холода и влажности. Уровень детализации зависит от задач. Я выделяю две основные стилистики деревьев. Пиксельбистер универсальный, помогает раскрыть структуру и окружение. Бейкери, иначе говоря Твиттер-стайл, декоративный. Здесь деревья становятся центром внимания, и потому их сложнее вписать в композицию. Строим дерево. Начнем со ствола. Это простой столб без корней. Ветки буковых деревьев растут горизонтально с легким подъемом вверх. На стебле формируются пучки, из них появляются ветки. Порой этот процесс приводит к разветвлению. Так появляется естественный живой силуэт. Но в игре нам не нужна полная ботаническая точность. Достаточно сохранить горизонтальное направление с легким подъемом вверх. Особенности стилистики пиксельбистер. Кубические формы, вдохновленные ванильным Майнкрафтом. Избегание диагоналей. Сегментированная листва, она не должна сливаться, иначе это убивает объем. Ветки присоединяются снизу и должны быть видны, иначе в них теряется смысл. Нижние ветки длиннее, верхние короче. Так формируется полусферическая крона. Буковые деревья развивают ветки пирамидой. Каждый уровень короче предыдущего. Важно, листья располагаются на концах. Центр кроны остается полым. Двигайтесь от меньшего к большему, сверху вниз. Избегайте большого скопления веток. Крона выплетается из веток, а после расползается по пустым зонам. Контролируйте объем с высоты. Форма должна стремиться к окружности. Каждый уровень должен быть виден. Упрощение структуры. Чем меньше дерева, тем сильнее отход от реализма. Пространство внутри сокращается до полного исчезновения. Крона становится компактнее, перекрытие заметнее, меньше веток и листвы. Детализация. Можно использовать ступеньки, плиты, мох, стеклянные панели или декоративные растения, особенно при отключенной гравитации. Форма листвы может варьироваться. Сферические, кубические, цилиндрические формы, шахматная, более шумная крона. Иногда крона заполняется дизерингом, но такие деревья лучше использовать точечно. Они хороши для разнообразия. Для контрастных локаций используйте градиент в листве. Например, темный оттенок снизу. Финальные черты дерева в стиле пиксельбистер. Мягкий силуэт, объемная крона, аккуратные ветки, хорошо читаемая форма, минимум реализма, максимум ванильной выразительности. Итоги. Дерево – важная часть композиции, оно решает задачи атмосферы, структуры и визуального разделения пространства. Стиль пиксельбистер строится на простых, но выразительных формах, которые легко вписываются в архитектуру любой сложности и сохраняют дух ванильной эстетики. Онума, цикл пиксельбистер, дерево, 2 сентября 2025 года.